Здравствуйте! Я врач-косметолог, дерматовенеролог клиники отражения Романова Анна Константиновна. Сегодня мы поговорим об аппарате Лифтера, об аппарате смаз-лифтинга. Что такое смаз и что такое аппарат Лифтера смаз-лифтинг? Смаз в переводе с английского языка означает поверхностно-мышечная структура, которая включает в себя не только кожу, но также подкожно-жировую клетчатку, мышцы, а также связочный аппарат. Технология смаз-лифтинга запатентованная, она называется HIFU. HIFU в переводе с английского языка означает высокосфокусированный ультразвук. И именно этот высокосфокусированный ультразвук подается в глубинные структуры кожи, которые не повреждают верхние структуры кожи, такие как роговой слой, дерму, а глубоко проникает внутрь тканей и работает на уровне подкожно-жировой клетчатки и мышц. Данный аппарат Лифтера производится в Южной Корее. С помощью аппарата Лифтера, с помощью смаз-лифтинга мы можем прорабатывать такие зоны, как овал лица, зону второго подбородка, уплотнить кожу, подтянуть брыли, сделать лицо более компактным, более подтянутым, проработать зону орбиты, проработать зону верхнего века, а также грыжевые пакеты в области маляров, проработать зону виска, а также, возможно, работа с кожей по телу. На сегодняшний день на российском рынке существует несколько аппаратов смаз-лифтинга. Первый аппарат, который использовался в России, это был аппарат Альтера. Далее следуют такие аппараты, как ультраформер, Дабла, и на сегодняшний день самым новым, самым современным аппаратом считается Лифтера. В чем же их отличие? Аппарат Альтера, он прекрасно работает, дает отличные результаты, но себестоимость данной процедуры, себестоимость данной насадки, картриджа, который используется в смаз-лифтинге Альтера, не всем пациентам подходит. Поэтому данная процедура считается наиболее дорогой, и непроработанная система насадок делает данную процедуру достаточно чувствительной и болезненной для пациента. Далее, такие аппараты, как Дабл, как ультраформер, они также прекрасно работают, прекрасная ответная реакция кожи человека на данные аппараты, но существует небольшой нюанс, это в насадках, в самих картриджах, которые не достаточно проработаны для таких чувствительных и тонких зон, деликатных, как область глаз, область вокруг рта, область вокруг виска. То есть такими линейными картриджами, насадками невозможно в эти зоны подобраться, чтобы их очень хорошо проработать. У аппарата Лифтера имеется две насадки. Насадка линейная и насадка точечная, которая называется PEN. Благодаря именно этой насадке, которая имеется только у аппарата Лифтера, у других аппаратов смаз-лифтинга такой насадки нет. Благодаря этой насадке, благодаря пену, мы можем проработать очень деликатные зоны. Зону вокруг глаз, круговую мышцу рта, чтобы избавиться от кисетных морщин, подтянуть уголки рта, чтобы проработать зону виска, зону верхнего века, нижнего века, зону малярного пакета. Мы используем только маленькую насадку, которая удобна в применении для таких деликатных зон. Так как линейная насадка, она очень широкая, просто невозможно в эту зону подобраться. Если работать такими линейными насадками в деликатных зонах, то мы будем повреждать кожный покров, и мы можем оставить достаточно серьезные осложнения, такие как ожоги, эритему и болезненные ощущения. Поэтому только у аппарата Лифтера разработана специальная насадочка, она маленькая, имеет диаметр примерно сантиметр, что позволяет нам очень деликатно, точно, сфокусированно проработать данные зоны. При помощи аппарата Лифтера мы можем проработать зоны на глубину до 4,5 мм. Такой картридж имеет насадки линейные. Также он имеет насадку до 3,5 мм и 1,5 мм. Насадка PEN обладает точно такой же глубиной воздействия, но, как я уже ранее сказала, более локальное, более точное воздействие. То есть, что это подразумевает? Применяя данные насадки, мы можем воздействовать максимально на глубину до 4,5 мм, при этом не повреждая кожный покров, не оставляя ожоги, не оставляя болезненные ощущения, не вызывая никаких
серьезных повреждений кожи человека, мы можем проработать структуры на глубину до 4,5 мм. Как проводится процедура на аппарате Лифтера? Данной подготовки от пациента к проведению процедуры никакой не требуется. Пациент приходит предварительно на консультацию, где с врачом-косметологом обсуждаются все нюансы, те результаты, которых пациент хочет добиться. Далее очищается кожа, наносится гель и подбираются параметры строго под индивидуальные особенности пациента, под его тип кожи, а также от проблем, точнее от желаемого результата, который хочет добиться человек. Реабилитационного периода после проведения процедуры Лифтера практически нет. После процедуры будет незначительный отек, у каких-то пациентов он существует, у каких-то пациентов его совершенно нет. Небольшая эритема может присутствовать до суток. Отечность, если она возникает, то она сохраняется максимум до 3 суток. Также в проекции костной ткани, это угол нижней челюсти, край нижней челюсти, также в проекции скуловой дуги, возможно неприятные ощущения, небольшие болезненные ощущения, покалывания, небольшой зуд. Во время проведения процедуры также не испытывает пациент никаких болезненных ощущений, так как насадки, что линейная насадка, что насадка ПЕН, она воздействует на глубину до 4,5 мм. Также мы можем поднять эту глубину до 3 или до 1,5 мм, но не повреждая при этом кожу, не повреждая поверхностный уровень кожи. Поэтому никаких болезненных ощущений в виде ожога, дискомфорта пациент не чувствует. Ощущается лишь небольшой прогрев тканей. Какой будет эффект на аппарате Лифтера после процедуры смаз-лифтинга? Это самый любимый вопрос, самый частый вопрос, который задают нам пациенты. Так вот, эффект будет нарастающий. Первый эффект, который видит пациент после процедуры, это временный эффект, который создается за счет эритемы, покраснения и за счет отека. Но данный эффект будет мнимый, он будет спадать по мере спадания отека. Нарастающий эффект, пролонгированный, которого мы добиваемся с помощью данного аппарата, он будет виден лишь только через месяц, либо через 1,5 месяца, когда будут хорошо проработаны волокна коллагена, эластиновые волокна, когда они простимулируются, когда дадут ответную реакцию. На это, конечно, требуется время. И, как правило, это время составляет около месяца, либо около 1,5 месяцев. Второй вопрос, который достаточно часто задают наши пациенты, как часто проводить данную процедуру. Данную процедуру нужно проводиться она индивидуально, все зависит от исходных показателей пациента. Например, если у человека тяжелое лицо, тяжелые носогубные складки, если у него двойной подбородок, если ткани объемные, есть достаточно выраженная подкожно-жировая клетчатка, либо птоз нижнего века, верхнего века, деформационно-отечный тип старения у человека, конечно, такому человеку требуется неоднократное проведение процедуры. И, как правило, мы рекомендуем провести повторную процедуру через 3 либо 2 месяца. Или наоборот, у человека очень тонкая кожа, она очень дряблая, она очень пустая, мало подкожно-жировой клетчатки, мы видим достаточно большой избыток кожи, то такому пациенту также мы советуем повторить данную процедуру через 2 либо 3 месяца или после проведения смаз-лифтинга прибегнуть к инъекционным методам коррекции, так как такому типу необходимо добавить, не только уплотнить кожу, но и добавить объема в ткани, которые утеряны. Это был краткий обзор по аппарату Лифтера смаз-лифтинга. Подписывайтесь на наш канал, задавайте свои вопросы в комментариях, мы с удовольствием на них ответим. До свидания и до встречи!